Привет, друзья! Апрель в Германии официально стал месяцем больших ожиданий для бюджетников. Пока одни уже пересчитывают прибавку в кошельках, другие обрывают телефоны бухгалтерии, пытаясь понять, где обещанные деньги. Ситуация затронула значительное количество сотрудников, почти 1 миллион человек, если быть точным, 925 тысяч госслужащих. После длительных переговоров в середине февраля профсоюзы и работодатели согласовали повышение зарплаты в 5,8%. Однако реализация этого решения распределена на несколько этапов. Давайте разберем эти выплаты по пунктам. Первый транш в 2,8% должен быть начислен уже сейчас, начиная с 1 апреля. Но здесь есть важная деталь, которую закрепили профсоюзы. Прибавка не может быть меньше 100 евро. Это принципиальный момент для тех, кто находится на нижних ступенях тарифной сетки. Для них фактически процент повышения окажется выше среднего уровня. Далее следует длительная пауза, следующие 2% будут добавлены только в марте следующего года, а финальные 1% в январе 2028. На этом фоне даже небольшое увеличение выплат для стажеров выглядит скорее как попытка удержать молодые кадры в госсекторе, которые постепенно сталкиваются с кадровым дефицитом. Но ключевая сложность в том, что в Германии федерализм на практике нередко приводит к различиям в административных процессах. Решение принято на федеральном уровне, а реализация ложится на плечи земель. И здесь возникает различие. Одни регионы уже оперативно обновили системы выплат, другие еще находятся в процессе настройки. В итоге складывается такая ситуация, при которой сотрудники, выполняющие одинаковую работу, могут временно получать разные суммы из-за региональных особенностей администрирования. Если в вашем расчетном листе за апрель все-таки по-старому, не стоит переживать. Выплаты будут скорректированы позже с перерасчетом с задним числом, после завершения технического внедрения решений на местах. Но в то время как большинство регионов стараются действовать в рамках общих договоренностей, земля, например, Гессен, в очередной раз подтверждает свой особый статус. Еще 20 лет назад Гессен официально вышел из тарифного объединения земель, так называемого ТДЛ, и теперь применяет собственный график внедрения решений. Для 58 тысяч местных госслужащих согласовано повышение на 5,8%, но с иным распределением по времени. Первый транш в Гессене перенесен на 1 июля. Там зарплата увеличат сразу на 3%, причем минимальный порог надбавки составит уже не 100, а 110 евро. Второй этап запланирован на октябрь следующего года, когда будет добавлено оставшееся повышение в 2,8%. Это показывает, как децентрализованная система управления в Германии может приводить к различиям в сроках и порядке выплат между регионами. Но даже там, где соглашения уже подписаны, фактическое зачисление средств происходит тоже неравномерно. Сегодня аналитики отмечают различия между регионами по срокам обработки именно выплат. Например, если вы трудитесь в Баварии, Баден-Вюртемберге, Бремени или Тюрингии, начисления должны отразиться в расчетных листах уже в этом месяце. Если в Шлезвиг-Гольштейне, крайний срок зачисления установлен на 30 апреля. В таких крупных регионах, как Северная Рейн-Вестфалия, Гамбург или Нижняя Саксония, процесс начислений может занимать намного больше времени, и выплаты ожидаются аж в мае с перерасчетом за апрель. В Гамбурге это связано с техническими задержками, а вот в Саксонии оформление окончательных распоряжений находится на стадии завершения. Саар и Саксония-Анхальт на данный момент не предоставили своих окончательных обновлений по срокам, поэтому ситуация там остается в процессе уточнения. На этом фоне особенно выделяются работники сферы здравоохранения государственного сектора. Для медсестер и медбратьев текущие надбавки станут одними из самых значительных за последние годы в рамках тарифных соглашений Германии. Это связано с продолжающимся дефицитом кадров в медицинской сфере, из-за которого система вынуждена повышать привлекательность государственной занятости. По сути, наблюдается попытка стабилизировать ситуацию с персоналом в государственных клиниках на фоне высокой конкуренции за специалистов со стороны частного сектора. Если вы работаете в этой сфере, рекомендуется внимательно проверить расчетные листы. В этом году прибавка может отличаться от стандартных категорий.
Если же в вопросах зарплат государство вынуждено идти на уступки, то в вопросах обязательных платежей оно сохраняет жесткий подход к регулированию ваших расходов. И ярким примером здесь стала новая судебная дискуссия вокруг налога на радио и телевидение. Сейчас в Германии формируется очень существенный юридический прецедент. Союз налогоплательщиков поддержал типовой иск, поданный в финансовый суд Мекленбург-Передней Померании. Речь идет о возможности частичного возврата средств за телевещание, уплаченных за прошлый год через налоговую декларацию. Суть спора достаточно конкретна. Один из налогоплательщиков включил в свою декларацию сумму в 220 евро и 32 цента. Именно столько составил его годовой взнос за доступ к общественному телевидению и радио. Однако налоговая инспекция Финансамт отклонила это заявление, сославшись на то, что данные расходы относятся к категории личного потребления и не подлежат налоговому вычету. Теперь дело находится на рассмотрении суда, и его решение может оказать влияние на дальнейшую практику налоговых вычетов в стране. Эксперты утверждают, что доступ к информации через общественные каналы может рассматриваться не как элемент досуга, а именно как часть так называемого социально-культурного прожиточного минимума. Это понятие в праве Германии обозначает набор базовых услуг, необходимых для полноценного участия в общественной жизни. Если суд все-таки признает взнос обязательным элементом этого минимума, налоговые органы могут быть обязаны пересмотреть подход к его учету в налоговой базе. Для миллионов домохозяйств это потенциально может открыть возможность частичного возврата уплаченных сумм, превращая данный сбор в категорию расходов с налоговым эффектом. Но в этой юридической коллизии есть важный социальный парадокс. Например, те, кто получает пособие по безработице Бюргергельд, официально освобождены, вы знаете, от уплаты телевизионного взноса. Логика государства здесь заключается в том, что при отсутствии достаточного дохода гражданин не обязан платить доступ к общественным медиаресурсам. Однако на практике это создает ситуацию, при которой взнос за вещание фактически рассматривается как обязательный платеж, близкий к базовым расходам. В некоторых регионах, например в Сааре, этот сбор также учитывается при расчете прожиточного минимума для государственных служащих. При этом для работающих граждан, которые регулярно все-таки платят подоходный налог, аналогичный подход пока не применяется. Именно в этом союз налогоплательщиков видит предмет правовой дискуссии и возможного неравномерного подхода к отдельным категориям граждан. Типовой иск, который сейчас я вам рассказал, рассматривается в суде, направлен именно на прояснение этого вопроса. Для тех, кто хочет все-таки вернуть свои средства прямо уже сейчас, существует практический алгоритм действий. Союз налогоплательщиков рекомендует не дожидаться итогового решения суда, а указывать плату за вещание в налоговой декларации за прошлый год. При этом следует учитывать, что Финансамт в большинстве случаев направляет стандартный отказ. В такой ситуации, вы знаете, подается возражение с указанием на текущее судебное разбирательство в Мекленбурге-Передней Померании. Также может подаваться просьба о приостановке рассмотрения до вынесения окончательного решения по типовому делу. Такой порядок позволяет сегодня сохранить право на возможный перерасчет в случае, если суд все-таки примет решение в пользу налогоплательщиков. Если сейчас в судебных залах бьются за возврат пары сотен евро телевизионного сбора, то в правительственных кварталах Берлина развернулось сражение на миллиарды. Речь идет об обсуждаемой реформе подоходного налога. Новая коалиция официально задекларировала цель – снизить налоговое бремя для граждан с низкими и средними доходами, однако, как только дело дошло до конкретных решений, единство куда-то испарилось. Основной спор разворачивается вокруг того, кого именно считать богатым и насколько сильно нужно разгружать кошельки тех, кто зарабатывает выше среднего. Партийный блок ХДС-ХСС под руководством Фридриха Мерца продвигает стратегию так называемого широкого облегчения. То есть консерваторы настаивают на том, что снизить налоги нужно не только рабочим, но и топ-менеджерам. И ключевое предложение – поднять планку входа в максимальную налоговую ставку до 80 тысяч евро в год.
Это пример того, как под лозунгами «поддержать среднего класса» обсуждается снижение налоговой нагрузки и для более обеспеченных слоев населения, то есть фактически оставляя в их распоряжении больше свободного капитала для инвестиций. Социал-демократы СДПГ готовы пойти на этот вариант, но выставили жесткие встречные условия, которые уже называют налогом на солидарность 2.0. Они предлагают поднять саму максимальную ставку подоходного налога с 42 аж до 47% уже для сверхвысоких доходов. Логика Ларса Клинбеля проста. Мы поможем за счет изменения порогов, но при этом частично компенсируем это через повышенную ставку. Однако канцлер Фридрих Мерц ответил на этот план категоричным отказом. Глава правительства заявляет, что любое повышение налогов на высокие доходы – это удар по инвестиционному климату Германии, и призвал коалицию даже не начинать дискуссию о 47%. В итоге налоговая реформа оказалась в патовой такой ситуации. Стороны согласны, что налоги нужно снижать, но не могут договориться, за чей счет будет оплачен этот, назовем так, праздник щедрости. Несмотря на глубокие разногласия, у партии есть все-таки одна точка соприкосновения, и консерваторы и социал-демократы согласны повысить необлагаемый минимум сразу на 1000 евро. Однако для вашего кошелька решающим фактором станет именно то, чей сценарий в итоге будет принят в Бундестаге. Если верх возьмет, например, план СДПГ, Социал-демократической партии Германии, то реальное облегчение по оценкам в большей степени почувствуют люди с низкими доходами, в то время как средний класс и обеспеченные граждане получат скорее ограниченную экономию, которая может частично компенсировать инфляцию. С другой стороны, это стратегия блока ХДС, ХСС, Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза выглядит гораздо привлекательнее именно для работающего населения с зарплатами выше среднего. То есть потребители с разным уровнем дохода по расчетам сторонников реформы выигрывают от предложений Мерца больше. Но появляются и другие данные, которые показывают обратную сторону этой щедрости. Масштабное снижение подоходного налога по плану консерваторов может привести к дефициту в государственном бюджете порядка аж 111 миллиардов евро. Это значительный разрыв, который правительству по текущим оценкам придется закрывать либо за счет сокращения социальных выплат в других областях, либо через изменение косвенных налогов, таких как НДС, о которых я рассказывал в прошлом видео. Аргументация сторонников Мерца строится на том, что снижение налогового давления может поддержать экономический рост и инвестиции, что в долгосрочной перспективе способно увеличить поступления в казну. Однако расчеты немецкого института экономических исследований несколько охлаждают этот оптимизм. По их оценке, эффект от роста экономики может принести бюджету лишь чуть более 30 миллиардов евро. Получается, что оставшаяся разница – это потенциальный риск для устойчивости социальной системы Германии. Борьба за эти реформы – это выбор между немедленной выгодой для кошелька и долгосрочной устойчивостью государственных гарантий, которые могут оказаться подавлением ради этой предвыборной программы. Но и это еще не все на сегодня. В системе здравоохранения Германии назревает не менее масштабная перестройка. Правительство Мерца готовит закон, который фактически сокращает дистанцию между аптекой и врачебным кабинетом. Новая реформа уже вызвала сопротивление профессионального сообщества. Медицинская палата Вестфалии-Липпе во главе с доктором Хансом Альбертом Геле выступила с критикой, заявив о рисках для традиционной модели врачебной деятельности. Позиция медиков однозначна. Ставить диагнозы и определять курс лечения должны именно врачи, а попытка расширить роль фармацевтов рассматривается как потенциально чувствительное изменение всей системы. Основная цель правительства в 2026 году – поддержать аптечную сеть, которая сейчас, вы знаете, находится в сложной ситуации, особенно в сельской местности. Власти планируют развивать аптеки как элементы именно первичного медицинского звена, чтобы закрыть дефицит там, где врачей недостаточно.
Согласно законопроекту, аптеки получают право выдавать ряд рецептурных препаратов без прямого назначения врача. В первую очередь это может коснуться хронически больных, которым требуется продолжение привычной терапии, и пациентов с легкими острыми состояниями. Это показательный пример того, как дефицит кадров подталкивает систему здравоохранения к упрощению доступа к медикаментам и снижению нагрузки на врачебные практики. Но на выдаче таблеток реформа не останавливается. Аптекам также планируют разрешить проводить экспресс-тесты на распространенные инфекции и делать прививки основными видами вакцин, за исключением живых. Более того, фармацевты в аптеках могут получить право проводить профилактические консультации по диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и вопросам, связанным с курением. Чтобы облегчить открытие новых точек в глубинке, закон предусматривает еще одно послабление. В сельских районах опытным фармацевтическим техникам может быть разрешено временно руководить аптекой даже при отсутствии дипломированного фармацевта. Фактически аптека в Германии постепенно расширяет свои функции и приближается к формату первичного медицинского центра, что для консервативной системы немецкого здравоохранения становится все-таки серьезным структурным сдвигом. В этом конфликте интересов на кону стоит вся архитектура немецкой медицины, которая, кстати, десятилетиями строилась на жестком разделении ролей. Президент палаты врачей Ханс Альберт Геле занимает принципиальную позицию. Он не против сотрудничества с фармацевтами, но он выступает против того, чтобы это партнерство навязывалось сверху через федеральный закон, фактически меняя сложившееся распределение медицинских функций. Здесь есть ироничный и важный момент. Еще недавно сами владельцы аптек активно защищали свой рынок и выступали против крупных сетей вроде Rossmann, опасаясь усиления конкуренции. Теперь же обсуждается их выход в смежную сферу, которая традиционно относилась к врачебной практике. Сегодня врачебное сообщество рассматривает выдачу рецептурных препаратов без участия врача как серьезный риск для качества медицинских решений. Аргументация медиков состоит в том, что за их плечами минимум 10 лет сложной подготовки и практики, а диагностика – это процесс, который невозможно упростить до уровня быстрой консультации у прилавка. Это реальный конфликт интересов. Лечащий врач ведет пациента годами, знает его аллергии и сопутствующие заболевания, тогда как фармацевт чаще всего видит человека кратно при обращении за лекарством. Законопроект опирается на формулировку о несложных случаях, однако в медицине редко существует такая четкая граница между легким симптомом и состоянием, требующим срочного вмешательства. Врачи предупреждают, что подобный подход может привести к повышенной нагрузке на систему в случае ошибочной оценки состояния. Более того, медики прямо заявляют о риске формирования в Германии двух параллельных моделей оказания помощи. Вместо того, чтобы инвестировать в развитие врачебных практик и снижать бюрократическую нагрузку, обсуждается расширение роли аптек. Доктор Геле подчеркивает, что система здравоохранения и так испытывает давление из-за растущих затрат и нехватки кадров, и любые структурные какие-либо изменения должны проводиться особенно осторожно. Для врачей этот закон воспринимается как серьезное изменение в их профессиональной роли. Они настаивают на том, что ответственность за лечение должен нести тот, кто ставит диагноз и ведет пациента, а не тот, кто только отпускает препараты. В противном случае система может постепенно сместиться в сторону упрощенного формата оказания медицинских услуг, где приоритетом станет скорость и доступность. В этой борьбе за полномочия врачебного сообщества больше всего возмущает даже не сама реформа, а то, каким методом ее пытаются внедрить. Позиция медиков на местах ясна. Годами они работали в связке с аптеками, дополняя друг друга, и любой пересмотр границ ответственности должен быть результатом профессионального диалога. Вместо этого правительство фактически продвигает изменения именно сверху, что вызывает критику со стороны части практикующих врачей. Такой подход не просто меняет правила взаимодействия, он затрагивает привычные те механизмы сотрудничества внутри системы здравоохранения, которые формировались десятилетиями. На текущем этапе законопроект уже прошел первое чтение и находится на детальном рассмотрении в профильном комитете по здравоохранению. Это решающая, напомню, стадия, где будет определен финальный облик реформы.
Параллельно свои предложения выдвинула оппозиция, в частности фракция левых. Их подход отличается. Вместо расширения роли фармацевтов они предлагают делать акцент на сокращении бюрократии и улучшении условий труда в отрасли. Идея состоит в том, чтобы аптеки оставались устойчивым элементом системы, а не вступали в конкуренцию с врачебными практиками. Пока окончательное решение в парламенте не принято, напряжение в медицинских кругах продолжает расти, а мы с вами наблюдаем ситуацию, при которой экономические и организационные соображения могут повлиять на подход к диагностике. Для обычного жителя Германии, нас с вами, это означает, что привычный поход за лекарствами может оказаться более зависимым от новых правил и процедур. Если реформу все-таки примут в текущем виде, возможна реакция со стороны части медицинского сообщества в виде ограничения отдельных форм сотрудничества с аптеками. Битва за право лечить пациентов вступает в свою самую острую фазу, и пока не ясно, удастся ли найти этот компромисс, который устроит все стороны и сохранит устойчивость системы. Параллельно с реформами в медицине немецкое правительство также решило вплотную заняться дисциплиной на дорогах, и под прицел попали любители поджимать машины на автобанах. В Германии, вы знаете, езда вплотную к чужому бамперу на высокой скорости – это один из самых быстрых способов не только спровоцировать массовую аварию, но и лишиться водительского удостоверения. Система наказания выстроена достаточно жестко. Чем выше ваша скорость и чем меньше дистанция до автомобиля впереди, тем быстрее накапливаются штрафные баллы в реестре. Юридический фундамент этой темы заложен в 4 параграфе правил дорожного движения. В самом тексте закона не указана именно фиксированная дистанция в метрах. Формулировка остается там достаточно общей. Разрыв должен быть достаточным, чтобы водитель успел среагировать при экстренном торможении впереди идущего автомобиля. Однако дорожная полиция и суды используют устоявшиеся практические ориентиры, которые применяются для оценки подобных нарушений. Наиболее распространенный метод самоконтроля – это правило половины спидометра. Как считается, минимальная дистанция в метрах должна составлять примерно половину вашей текущей скорости. Например, если вы движетесь в левом ряду со скоростью 120 км в час, между вами и впереди идущим автомобилем должно быть не менее 60 метров, скажем так, воздуха. Чтобы не оценивать расстояние на глаз, эксперты советуют ориентироваться по сигнальным столбикам на обочине. В Германии, я напомню, они расположены через равные интервалы. Это один из самых надежных способов понять, соблюдаете ли вы дистанцию в рамках правил или уже приближаетесь к зоне нарушения, которая может привести к штрафам и лишению даже прав. В арсенале дорожной полиции Германии есть еще один золотой стандарт проверки – так называемое правило 2 секунд. Работает это максимально просто, но, кстати, эффективно. Как только автомобиль впереди проезжает любой стационарный объект, будь то дорожный знак, тень от моста или, например, дерево, вы начинаете отсчет. Если ваш передний бампер пересекает ту же точку быстрее, чем через 2 полных секунды, это уже считается нарушением дистанции. Этот метод часто используется как практический ориентир при оценке соблюдения дистанции на дорогах и при фиксации нарушений. Когда же финансовые последствия становятся действительно ощутимыми? Здесь все завязано на соотношении скорости и дистанции. Если на вашем спидометре меньше 80 км в час, а нарушение незначительное, например, вы сократили разрыв до примерно 0,4 от рекомендуемой нормы, дело может закончиться штрафом около 25 евро без начисления штрафных баллов. Но как только скорость превышает 80 км в час, последствия становятся более серьезными. В этой зоне водитель может получить штраф около 320 евро и первый балл за нарушение. На скоростях свыше 100 км в час последствия становятся еще более строгими. Здесь сумма штрафа остается примерно на том же уровне, но добавляется уже 2 балла и возможное временное лишение водительских прав на несколько месяцев. Если же скорость превышает 130 км в час, при недостаточной дистанции штраф возрастает до 400 евро, а лишение прав может составить до 3 месяцев. Также к каждой сумме добавляется административный сбор около 28 евро. В судебной практике Германии существует дополнительный нюанс.
Если будет доказано, что водитель сознательно и систематически сокращал дистанцию, суд может рассматривать это как отягощающее обстоятельство, что влияет на итоговый размер штрафа. Но настоящая проблема начинается в тот момент, когда обычная невнимательность перерастает в агрессивное ваше вождение. Если водитель решает получить, например, соседа по потоку, прижимая его к бамперу и моргая дальним светом, в немецком праве это может квалифицироваться как принуждение на дороге. В таких случаях речь уже идет не об административном нарушении, а о возможной уголовной ответственности. Решение принимает суд, и наказание может варьироваться от штрафов, рассчитываемых исходя из дохода, до лишения свободы в отдельных случаях. Технический арсенал полиции в этом вопросе оставляет мало пространства для ошибок. Эксперты автоклуба АДАЦ отмечают, что на мостах по всей Германии используются системы видеофиксации. Они работают через контрольные точки на дороге и позволяют оценить дистанцию между автомобилями с высокой точностью. Но особенно важно для водителей то, что также применяются скрытые патрули на гражданских автомобилях системы Провида. Это машины, оснащенные камерами, которые фиксируют движение и дистанцию в реальном времени, записывая процесс на видео. Оспаривание таких записей в суде обычно связано со сложными техническими и юридическими процедурами. Для этого часто требуются адвокаты и экспертизы, что может оказаться сопоставимо по стоимости с самим штрафом. Поэтому соблюдение дистанции и правило 2 секунд остаются наиболее надежным способом избежать проблем на дорогах. На этом у меня на сегодня все. Не используйте дальний свет для давления на других участников движения, и помните, в нынешних реалиях юридическая грамотность на дороге становится одним из способов избежать лишних расходов, а я вам в этом буду помогать. Спасибо за просмотр.